Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Вы ждали продолжения нашей истории с этим гусем, который непонятно как называть. Многие его называют Франкенштейн, поскольку это что-то среднее между гусем 650 и 1200. У меня он записан как R925GS. Вы просили рассказать вам, чем в итоге закончится вся эта история. И вот сегодня тот самый день, когда мы наконец-то отдаем этот мотоцикл владельцу. Все, что мы с ним могли и успевали сделать на данном этапе, мы с ним сделали. И теперь на мотоцикле реально можно ездить. По крайней мере, я сам пару раз объехал на нем вокруг гаражей. Он нормально заводится, нормально работает и, в принципе, стал немного пониже, на нем стало поудобнее сидеть. Есть, конечно, много недоработок. Я думаю, вы можете наблюдать, что на нем нету пластика фальшбака, потому что тот пластик, который был, подойдет только с очень большими переделками. Пластик от 1200 здесь становится уже совсем не актуален. Мы в основном занимались хвостом и корпусом воздушного фильтра. Нашей главной задачей было сделать так, чтобы нормально работал мотор, потому что корпус фильтра был дико заколхожен, поскольку родной корпус фильтра вообще никак не стыкуется с баком от 1200, который стоит на том же самом месте. Владелец купил этот корпус фильтра оригинальный, и в сервисе ему сказали, что поставить его невозможно. На самом деле ничего невозможного нет, нам это удалось, но я в общем и целом соглашусь с теми людьми, которые ему это сказали, потому что это было нелегко и пришлось немного пораскинуть мозгами. Я долго думал, что же сделать, чтобы установить сюда родной корпус фильтра, потому что тот колхоз, который там был создан каким-то непонятным автором, совершенно не жизнеспособен. Думал и пришел к выводу, что на мотоцикл нужно вернуть оригинальный 800-й хвост. 800-й, 650-й, по сути это одно и то же. И мы это сделали. Мотоцикл простоял у нас около 3-4 недель, но большая часть этого времени это были ожидания запчастей. Запчасти покупались на нескольких разборках. Одна из них находилась, если не ошибаюсь, где-то в Пермском крае, то есть далеко. С нее мы ждали посылки 2 раза. Также закупался у своих друзей и коллег в Москве, тоже на паре разборок. В общем, тут поиск запчастей, по сути, я считаю самым трудоемким в том, что мы здесь сделали. Жаль, что закон о рекламе так сильно внес свою лепту. Я бы с удовольствием сейчас рассказал про разборку, на которой не нужно покупать запчасти, потому что она мне безумно нахамила на Авито, но не расскажу теперь. Теперь имен мы не называем. В общем, разобрали мы полностью хвост, если не ошибаюсь, я это в видео показывал. Восстановили 2 верхних крепления хвоста. Купили мы сначала хвост, сиденье, бак, насос и что-то очевидное. Начали ставить хвост и поняли, что амортизатор, который там стоял с этим хвостом и баком, вообще никак не стыкуется. Регулировка там торчит не в ту сторону и упирается в бак. Также пришлось убрать аккумулятор, который располагался прямо на двигателе рядом с блоком АБС, а на 800-ке это место полностью занято топливным баком. Амортизатор задний также пришлось купить родной, изготовить пару втулок крепления этого амортизатора, потому что у нас отсутствовали все элементы крепежа родные. Нижний крепеж воссоздать в оригинал, потому что кто-то умудрился закрепить тот амортизатор через капролоновые втулки, а также втулки из нержавеющей стали. Мне это напомнило про колхоз подшипников крепления редуктора на старых оппозитов, когда их меняли на какие-то капролоновые втулки. Честно, вот знаю, что этот колхоз у многих ходит, но до сих пор не понимаю, как можно такое сделать. Мне просто это, непонятно. У меня другой образ мышления. В общем, мы максимально тщательно собрали хвост,
постарались выплести проводку на хвост, которая должна там проходить в оригинале. Мне даже удалось заставить работать светодиодный стоп-сигнал от 800-ки с этой всей проводкой, которая тут стояла. Поворотники были сохранены как есть, потому что диодные поворотники заставить работать не получилось. Тем более совершенно непонятно, как подключать их передние. Выхлопную трубу я оставил 1200-ю, которая здесь и стояла. Можно было купить банку от 800-ки, но не было совершенно никакой уверенности, что она подойдет, потому что 650 или 800 выхлоп здесь тоже полностью переварен, поэтому было подозрение, что придется искать и то, и другое. Поэтому я решил оставить эту банку. Она здесь, правда, мешает поставить крепление боковых кофров, но я думаю, боковых кофров здесь пока не будет, как нет и центрального. Поэтому я просто состыковал эту банку с этой трубой так, чтобы она прикручивалась на штатное 800-е крепление. В общем, ничего сверхъестественного с этим мотоциклом не сделали. Самое главное, что нам удалось полностью в оригинале вернуть воздушный фильтр, так как в воздушном фильтре расположены каналы холостого хода, а также клапан холостого хода. И без корректно работающего корпуса воздушного фильтра этот мотоцикл в принципе не способен работать. Именно из-за того, что его не было, как я думаю, до нас убили свечи, новые только поставленные, ну их просто залили несколько раз и они стали пробивать. Конечно, с пластиком мы ситуацию не добили, но на мой взгляд даже в таком виде можно покататься на мотоцикле. Аккумулятор у нас здесь на штатном месте, воздушный фильтр у нас здесь на штатном месте, все работает, все заводится, едет и так далее. Переднюю подвеску я сразу сказал, что лезть мы скорее всего не будем, в общем так оно и получилось. Там тоже течет амортизатор, текут перья, я вообще не знаю, что там с этой всей подвеской, и сейчас, к сожалению, до отпуска мы уже не успеваем пытаться привести это в порядок, и более того, я и не стал бы это приводить в порядок, я на месте владельца покатался бы на этом мотоцикле, как он есть какое-то время, но если он хочет, то как-то допилил бы пластик. Вот он очень еще просил поставить ветровое стекло, оно где-то там висит за моей спиной. Но где-то в каком-то из сервисов были утеряны его крепления, а колхозить их и изобретать с нуля, честно говоря, у меня уже нет ни времени, ни желания сейчас. Я думаю, их надо просто найти на разборке, купить, поставить, и, собственно, будет уже на месте 1200-е стекло. А я считаю, что дальше владельцу реально надо на нем покататься, понять, что это за мотоцикл, потому что человек, судя по всему, не очень опытный, как мне кажется, именно в мототеме. Ну, раз купил, в принципе, такой Франкенштейн. И далее понять, чего он от него хочет. Может так получиться, что он захочет восстанавливать его дальше, приводить в какой-то божеский вид. Может так получиться, что не захочет. Ну, если захочет, то, может быть, мы с ним еще увидимся в следующем сезоне. А дальше это его как бы уже личное дело, что с ним делать и как с ним делать. Можно было бы, конечно, продолжить вкладывать в него деньги, восстанавливать и так далее, но лучше уже на этом этапе, когда возможность на нем перемещаться появилась, попробовать затестить, провести, так сказать, тест-драйв, проехать хотя бы там пару-тройку тысяч километров и, исходя из этого, уже решить, что дальше. Он, скорее всего, установит сюда крепеж под кофр и кофр. Я специально нашел сюда ручки пассажира, так, чтобы тут все было в оригинале в комплекте, а площадку кофра он уже установит сюда без проблем сам. Тут все к этому подготовлено. По крайней мере, что-то оригинальное в этот мотоцикл я добавил. Но такой уж я человек. Я всегда стараюсь все приводить более-менее в оригинальный вид. Какие-то изменения в оригинальную конструкцию я приемлю довольно-таки редко. Шатается он весь довольно сильно. Во-первых, потому что под ним шатается железяка, которой закрыт проход в яму. Кстати, эта железяка – это бывший лифт с нашей старой работы, который идеально подошел именно сама платформа для того, чтобы закрыть раму. Хорошие были времена. Построили мы когда-то второй этаж в арендованном помещении, и на этом самодельном лифте поднимали на второй этаж мотоцикла на хранение. Жаль, что пришлось все это сломать, когда нас оттуда выселяли.
Собственно, выселяли нас по совершенно дебильной причине, потому что соседям там стало тесновато. Они посмотрели, чем я занимаюсь, и решили заняться авторазборкой. А авторазборка – это такая тема, которая занимает неограниченное количество места. Какое помещение у тебя не будет, любое помещение у тебя будет забито. Всегда запчастями захламлено, если ты занимаешься авторазборкой. Тут как бы нету ограничений никаких. Ну что, давайте запустим двигатель в завершении этого короткого ролика, чтобы хоть понять, хоть примерно какой-то результат. А вот зеркало надо прикрутить. В общем, мотор работает просто песня. Я с самого начала сказал, что движок в этом мотоцикле самая живая и самая ценная деталь. Остальных ценных деталей я здесь вижу не так уж много. Но это уже нюансы. Кастомайзинг – дело суровое, и кастомайзинг – дело серьезное. Вспоминаем BMW C1, вон он там справа стоит. Кстати, вывесил на продажу, морально не готов отдавать дешево, ну пускай висит. Что-то я пока на нем особо никуда не езжу. Но, скорее всего, в любом случае моя техника уже останется ждать меня до весны. Я думаю, к тому времени успеет изрядно подорожать, скорее всего, учитывая экономическую обстановку. А тогда, скорее всего, мы подумаем об ее продаже и все-таки покупке нового К1600. А с вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Напоминаю, что я сейчас занят съемками 3 курсов по самостоятельному обслуживанию BMW C650 GT, C600 Sport, Suzuki Burgman Skyway 400 и Suzuki Burgman Skyway 650. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, где искать мои контакты, вы знаете. Ссылки на мои социальные сети, самые разные, есть в описании. Также я рассказываю о многих событиях из своей жизни у себя в Телеграме, в группе. Если вы хотите, вы можете также подписаться. Вы очень поддержите меня, если поставите лайк и напишите комментарий. Желаю вам отличного дня. Всем пока!